Привет, друзья! С вами я, Александр Манаев. И сегодня мы поговорим в нашем обзоре о синглах группы Blue System, которые выходили на виниле. Я решил разделить обзор на две части, потому что попробовал записать в одну, это очень долго. И поэтому я хочу, чтобы вам было интересно и не скучно. Ну что ж, поехали! Год 87-й. Распад Modern Talking, рыдающие поклонники, разделившиеся сразу на несколько лагерей. Одни любили Томаса Андерса и не могли представить его, вернее, Дитера Боллина без Томаса. Другие не могли терпеть Томаса Андерса и считали, что Дитер Боллин это успех Modern Talking, и без него Томас Андерс никто. Третьи тихо ненавидели Нору, четвертые ненавидели Нору громко. Но тем не менее, сейчас речь не об этом, а о том, что Дитер Боллин человек, который предпочитает, скажем так, ковать железо, пока оно горячо. И самый первый сингл с первого альбома Walking in Rainbow в 1987 году это Sorry Little Sarah. Вот этот релиз, это немецкое издание, но это не важно какое издание, потому что везде они были одинаковые. И вот такой задник. Интересный факт. На этом сингле мне не нравится обложка, если честно скажу, мое личное мнение. Могло первая пластинка быть немножко получше. Но что в Blue System, что в Modern Talking, как-то оно все было как-то осторожно очень, да? И вот на этой обложке Дитер Боллин в той же самой рубашке, что вышла, в которой он выступал на первый самый раз с группой Blue System на телевидении. И в этом есть своя эпохальная значимость, наверное, мне так кажется. Первый сингл, первый альбом, фотографии в одной и той же одежде. Дитер Боллин спешил как мог, и сейчас я вам это докажу. Пластинки выпускались не во всех странах, где выпускались альбомы, не во всех этих странах выпускались синглы. Синглы выпускались обычно в 5-6 странах, тем более как альбом мог выпускаться и в 15, и в 20 странах. И в некоторых странах вообще некоторые синглы выпускались только в одной стране. Например, сингл с третьей песней с первого альбома She's a Lady, он выпускался только в Испании. Здесь даже идут текст немножечко испанский. Единственное, что название песен и часть, которую обязаны писать на английском, она вот здесь есть. В основном испаноязычный текст. Есть, конечно, и 7-дюймовая такая пластинка, но у меня только 12-дюймовая. Теперь, здесь фотография, как мне кажется, самого сингла Sorry Little Sarah, поскольку Modern Talking распался, а фотографий Дитера Боллина без Томаса Андерса практически не было. Таких, что можно было поставить на пластинку. Поставили вот эту. Это точно та гитара, которая в клипе. И, по-моему, та же самая куртка. Ну, прическа 100%. Где он там на камнях сидел, играл. Дальше. Одна из песен еще из этого альбома, в первом альбоме было 8 песен, это из них 5 макси-версий, то есть альбом делался в короткие сроки, но Дитер Боллин мастер длинных версий, поэтому 5 песен, 5 треков из первого альбома были максимальны, то есть длинные версии. И вот вышло такой вот в скандинавских странах, вышла вот такой маленький сингл Big Boys Don't Cry. И в одном из телешоу в Испании, по-моему, на Токате, Blue System выступала именно с этими тремя песнями. Дитер Боллин там был, Сиси Кейдж была, по-моему, тоже, пел Sorry Little Sarah, She's a Lady и Big Boys Don't Cry. Есть, вы можете найти это выступление, 3 песни, и вот, наверное, поэтому издались вот пластинки в Европе именно вот с этими песнями. Как вы видите, на пластинке с другой песней, выпущенной в другой стране, та же самая фотография, то есть ковали железо пока горячо. И в любом случае здорово, что вот такие пластинки есть. Эта пластинка вышла только 7-дюймовым релизом, эта пластинка вышла и 12, и 7. Итак, это были пластинки с первого альбома 1987 года Walking in Rainbow, первый альбом Blue System. Еще одна интересная пластинка, это тоже Sorry Little Sarah, но это New York Dance Mix. Пластинка тоже вышла в 1987 году, но она уже попала во второй альбом системы, она попала в Body Hit 1988 года. Что интересного здесь?
Знаете, кто изображен на вот этой обложке? Кто-то из вас, может быть, знает, кто-то, может, нет. Это Бриджит Нильсон, это жена Сильвестра Сталлоне. На сегодняшний день бывшая жена, но тогда именно они были женаты вместе. И здесь даже есть небольшая история. В свое время Эдди Мерфи снимался в фильме, который сделал его очень популярным, «Полицейский из Беверли-Хиллз». Так вот, Бриджит Нильсон снималась во второй части этого боевика. В Лос-Анджелесе они снимали это, в Калифорнии. И в 1987 году Дитера Болина пригласил на встречу Сильвестр Сталлоне. Он сказал, что наши датские друзья сказали, что в Европе вы, Дитер Болин, самый лучший, и поэтому как бы мы хотим только с вами работать. Я хочу, вот моя жена хочет записать с вами альбом, чтобы вы написали альбом. Дитер Болин обрадованный, что сам Сильвестр Сталлоне обратился к нему по его профессиональной деятельности за помощью, вылетел в Лос-Анджелес и очень сильно разочаровался. Ну, не сразу, конечно, он был покорен Бриджит Нильсон, огромной двухметровой блондинкой нордического типа с короткой стрижкой белая такая. И даже он присутствовал на съемках самого фильма, когда она снималась. Дитер Болин в одной из своих книг писал, что мы были в Лос-Анджелесе, как раз снимался эпизод из Беверли-Хиллз, «Полицейский из Беверли-Хиллз», вторая часть. И там вот он присутствовал, по-моему, ограблению ювелирного магазина. Я люблю этот фильм, на самом деле, все три части прекрасные. И вот таким образом она попала на обложку. Хотя ничего ни с Дитером Болином не записали, не понравилось ему ни ее вокальные данные, ни вообще, возможно, как она работает в этом плане. У Бриджит Нильсон есть пару, по-моему, клипов, и даже, по-моему, пластинку она выпускала, альбом какой-то, но он, как вы видите, поскольку вы наверняка об этом ничего не знаете, как и большинство людей, значит, оно не пошло. И тем не менее, вот эта пластинка, выпущена в 1987 году, является напоминанием о том времени, когда Дитер Болин дружил с Сильвестром Сталлоне, с его женой, и вот так прекрасно получился такой шикарный ремикс. Я его очень люблю, и свои версии на него, и оригинальный ремикс. Очень классная пластинка. Если у вас будет возможность, обязательно приобретите. New York Dance Mix Sarah Little Sarah, 87 год. Итак, год 88. Первая песня на этом альбоме Body Hit 88, второй альбом Blue System, это Under My Skin. Under My Skin песня, вышедшая на этом сингле, имеющим ужасную, на мой взгляд, обложку. Ну, просто фотография, как будто на телефон сфотографировали, блин, на первую Nokia какую-то. Вообще абсолютно беспонтовая, без фантазии. Но, друзья мои, именно здесь проявляется пословица «не суди по одежде», да? То есть, несмотря на вот такую блеклую обложку, шикарное наполнение, отличная песня Blue System, одна из лучших, передающая веяние того времени. Именно про этот альбом Дитер Болин сказал, у него дьявольское звучание. И этот альбом очень сильно хорошо расходился. Почему, я вам скажу. Второй альбом, единственный альбом Blue System, Body Hit, с которого вышло 5 синглов. Из них первый сингл вышел в 1987 году, Sarah Little Sarah, New York Dance Mix. Три сингла вышло в 1988 году и один сингл в 1989. Сейчас мы об этом и поговорим. Итак, прекрасный сингл с ужасной обложкой Under My Skin. Первая песня, открывающая второй альбом Blue System. My Bad Is Too Big. My Bad Is Too Big — песня, которая наверняка известна наиболее всего в бывшем Советском Союзе. Вот такая 12-дюймовая обложка у этого сингла. Шикарная фотография. Она выходила открыткой. В промо-открытках там с автографом продавались. И можно было урвать на гастролях Дитера Болина в 1989 году. И эта песня считается визитной карточкой группы Blue System. Но лично для меня визитной карточкой всегда остается песня Under My Skin, не My Bad Is Too Big. В любом случае, хороший сингл, песня, которая мне не нравится, но ее любят миллионы людей во всем мире. Ну, по крайней мере, обложка, вы обратите внимание, и обложка классная, и фотография
хорошая, студийная, а не на телефон в полутемной комнате. Идем дальше. Третий, получается уже четвертый сингл с этого альбома, это Silent Water. Песня, которая была в саундтреке к фильму, полицейский сериал «Шиманский», в Германии шел такой, в Германии и в Австрии. И именно в этом сериале прозвучала впервые песня Дитера Боллина в исполнении Криса Нормана «Midnight Lady». И еще несколько песен, которые Крис Норман записал с Дитером Боллином, там звучали. Но в серии, в которой снялся Дитер Боллин, это серия «Мольтке», то ли 181, то ли 138, я, честно, не помню, да, не фанат сериала. Вот, там звучала именно эта песня, и в основу клипа на эту песню вошли именно кадры, в том числе с Дитером Боллином из этого фильма, из этой серии Silent Water. На самом деле, что еще хочу сказать, в отличие от синглов Modern Talking, которые выходили с медленными песнями, и в которых не было ничего оригинального, то есть звучала та же версия, что на альбоме, здесь блюсистам практически все синглы имеют двойное звучание, то есть оригинальная версия и какая-то расширенная, или инструментальная, и это здорово, вот так должно работать это дело. И на самом деле, как бы, я считаю, что эта песня очень похожа на Midnight Lady, но в любом случае пластинка хорошая. Здесь еще есть долгая версия песни Body Hit. То есть длинных версий со второго альбома их больше, чем синглов вышло, потому что на еще пластинках, на синглах выходили другие версии других песен, и это очень здорово. Отличная версия Long Version Body Hit, песни, которая дала название этому альбому. И в целом пластинка добротная и шикарная фотография, которая была в статьях о приезде Дитера Боллина в Советский Союз в 1989 году. Именно эта фотография была в «Аргументах и фактах», или «Московский комсомолец», по-моему, была. Вот Дитер Боллин приезжает и т.д. и т.п. И, друзья мои, хочу этот обзор подытожить пятым синглом со второго альбома. Вы не переживайте, что всего два альбома оборзели, в смысле обозрели. Дело в том, что здесь пластинок много и много чего о них рассказывать. Дальше пластинок будет меньше, вернее, пластинок будет больше, но меньше рассказов, так что мы вложимся в это же самое время. Итак, Love Suite. Love Suite — это любовная сюита, песня, которая во втором альбоме в Body Hit, но она вышла в 1989 году, этот ремикс. Замечательная длинная версия, замечательное новое звучание самой по себе. Радиоверсия, она тоже немножко другая, чем отличается от альбомной. И шикарная фотография с сессией с Дитером Боллином. Вот в этой сессии, на самом деле, эта сессия дала фотографии пластинкам, нескольким пластинкам. Эта сессия, и вот она, вот это одна и та же сессия. И это сессия Obsession, это сессия History, еще, по-моему, где-то были. В любом случае, отличная пластинка, отличный звук. Она завершила сингловую серию второго альбома Body Hit, 88 год, группы Blue System. Достойное завершение, отличная песня, прекрасный клип. И я думаю, что если у вас будет эта пластинка, вы ничего не потеряете, наоборот, только приобретете. Это была первая часть обзора о виниловых синглах Дитера Боллина в группе Blue System. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, делитесь им в соцсетях, потому что, поверьте мне, вы знаете не все. С вами был Александр Манаев. Это канал Modern Talking. Modern Talking навсегда.